Приветствую вас, дорогие друзья! Несмотря на столь смутные времена в этом мире, мы по-прежнему радуем вас новинками и лютыми сборочками. Сегодняшний выпуск будет посвящен Tiverun Fighter. Это новинка от Ion Motors и Mini Motors. Но компания, которая создает дуалтроны, приняли минимальное участие в создании этого самоката. Все, что они сделали, это разработали логотип и название, то есть дизайн надписи. Все остальное полностью создатели Blade с нуля создавали. Итак, рассмотрим его детально, попрыгаем и все изучим. Поехали! Номинальная мощность моторов 1600 Вт. Это новые моторы, фирменные. Ion Motors их сам собирает на своем собственном производстве. 1600 Вт, размер магнитов 50 мм. Холловые моторы достаточно шустрые и бесшумные. Что касается резины, то в принципе она у нас с камерой, но если переоборудовать ниппель, то можно сюда поставить шедевральную резину, либо универсальную PMT. Сюда встанет также 105 на 50 и 110 на 55. Это также PMT. Без камерной резины, соответственно, сосок переоборудуете и встает. Будет конфетка. Итак, давайте посмотрим, что у нас внутри под крышкой деки. Фирменная батарея LG М50Л, 60 вольт, 35 ампер-часов, размер 21700. Все достаточно компактно уложено и отлично спрятано. Как всегда, резинка по периметру и контроллеры у нас под такой толщей проводов. Туда еще фиг доберешься, если честно. Фирменные контроллеры по 40 ампер каждый. Собственно говоря, с обновленным дисплеем в комплекте. Это дело вскрыть достаточно сложно. Но я думаю, вы видите, что, как всегда, гидроизоляция у нас на уровне. Дека та же, что и в Blade Limited. П-образный профиль. В эту нишу опускается резинка, сверху крышка и потом коврик идет. То есть все достаточно отлично здесь у нас спрятано. И проверено, самое главное, уже 4 сезона подряд. Контроллеры, соответственно, по 40 ампер. Максимально заряженная батарея у нас в пике выдает на каждый мотор, получается, по 2700 Вт. Нет смысла рассматривать Blade GT, потому что это действительно гораздо более законченная и выверенная версия. Подвеска на этом самокате отличается от всех предыдущих поколений. Теперь у нас стоит фирменный масляный амортизатор ККЕ. До этого стояли воздушные обычные ноунеймы. Также здесь у нас имеется регулировка отскока, чего не было на всех предыдущих моделях Blade. Размер 180 мм. Давайте посмотрим, как работает подвесочка. По функциональности самоката пройдемся с вами. В базе у нас идет демпфер рулевой стойки. У него, по-моему, 15 регулировок. От полной блокировки руля до абсолютно незаметной стабилизации. Дальше. Новый механизм складывания. Сама рулевая стойка стала жирная, гораздо толще и прочнее. И механизм складывания. Мы ушли от привычного хомута к вот такому новому механизму. Здесь пока сложно выявить, где будут появляться люфты. Складывается в два движения буквально. Вверх подняли, отсоединили. И второй дополнительный фиксатор. Хлоп. Видите, какая жирная у нас здесь внутри стоечка. Хлоп. Готово. Новенькие грипсы. На предыдущих моделях такого они не ставили. Нельзя сказать, что это какой-то прям ноу-хау, но они гораздо приятнее, эргономичнее, чем предыдущая версия. Уже известный блок управления светом и сигнал. Значит, поворотники, если оба включаем, работают как аварийка. Сигнал обычный.
Свет у нас включается одной единственной кнопкой, и вместе с ней включается и подсветка. Это у нас блок NFC, собственно, вот этим ключом, так же как и на офсетах, включается и выключается самокат. Дальше идет новенький дисплей TV-Run со всем функционалом. Включается и выключается достаточно быстро и легко. Можно с кнопки, можно просто выключить с NFC. Здесь у нас отображается температура контроллера переднего, заднего, множество разных настроечек здесь, текущее время, максимальная скорость, средняя и так далее. Ну, если вы войдете в настройки, тут много чего можно понастраивать. Дисплей яркий, не бликует, и здесь у нас снизу USB порт, можете телефончик воткнуть. Вот здесь у нас USB порт. Вот он. Дальше блок включения, регулировки, выключения и так далее. И ручка газа. Удобная, в отличие от курков. Это гораздо удобнее ручка. Также отдельно хочется отметить такой стильный упор для ноги. Здесь достаточно неплохой хват. Фонарь немного мешает, но как хват его можно, естественно, использовать. Тормозная система. В отличие от всех предыдущих моделей и младших, там Blade Limited, и старших, это Blade Z, там везде были 140-е роторы. Здесь у нас тормозные диски на 160 мм. Сама тормозная система — это двухпоршневая гидравлика Zoom. Весьма средненькие тормоза, сами понимаете. Была надежда, что будут стоять ксоды. Еще больше хотелось бы, конечно, нут, но, к сожалению, дефицит этих комплектующих приводит к тому, что на данный момент на большинстве китайских электросамокатов такого качества ставят именно Zoom. Но ничто не мешает вам поменять их на Maguro. Все дело в цене. Едем дальше. Освещение этого самоката. Оно наконец-то сделано по уму. От и до. Мощнейшие фонари и подсветка по контуру, которая управляется через приложение. Нам, наконец, не нужно залезать внутрь деки, чтобы поменять режим или интенсивность, или контрастность. Итак, посмотрим, как это выглядит. Итак, надеюсь, этот выпуск вам понравился, что-то интересное вы для себя подчерпнули. Ждем от вас предложения, с какими самокатами его можно сравнить на длинную или на короткую дистанцию, то есть какие альтернативы против него можно поставить. В целом, данный самокат — это золотая середина между огромным тяжелым Blade Z и легким относительно Blade Limited. Версия GT с 35-ми контроллерами ни туда, ни сюда. Ждем жирную дискуссию. Пальцы вверх. До новых встреч. Пока.